Не каждый джип на дороге на самом деле джип. Сегодня мы так называем все большие машины. Но джип– это название конкретной американской марки. Настоящие джипы делает только компания из Детройта в США. И вот как это получилось. Привет, ребята! Рад приветствовать вас на своем канале. Продолжаем нашу историю про джип. В 1940 году в мире шла большая война. Армия США очень нуждалась в новом автомобиле. Им был нужен специальный военный транспорт. Этот автомобиль должен быть легким, он должен был ездить по плохим дорогам, он должен был ездить и совсем без дорог. Машина должна была иметь привод на все 4 колеса. Это очень важно для бездорожья. Вес автомобиля не должен превышать тонны. Мощность мотора нужна была не меньше 40 лошадиных сил. Да-да, 40 лошадей. Не забывай, что это 1940 год. Это очень серьезные цифры для того времени. Автомобиль должен был вести 4 солдат. Солдаты должны были сидеть с оружием. Также автомобиль должен был тянуть небольшую пушку. Армия США хотела получить такой автомобиль очень быстро. Генералы послали запрос в 135 разных компаний. Они просили сделать прототип за короткое время и дали сроку всего 49 дней. Большинство компаний даже не ответили. Они посчитали задачу слишком сложной. Они решили, что сделать машину так быстро невозможно. И только 3 фирмы решили попробовать. Это были Bantam, Willys Overland и Ford. Каждая компания хотела выиграть большой военный контракт. Контракт давал много работы и денег. Компания Bantam была самая маленькая. Она находилась в городе Батлер в штате Пенсильвания. У Bantam не было большого штата инженеров. У них не было большого завода. Поэтому они пригласили опытного дизайнера со стороны. Дизайнера звали Карл Пробст. Он жил и работал в Детройте. Карл Пробст родился в 1883 году. Он был очень хорошим инженером. С 17 июня 1940 года Пробст начал работу над чертежами. Он нарисовал все чертежи очень быстро. Некоторые историки говорят, что он сделал это за 18 часов. Дизайн получился простым и умным. Bantam быстро собрала первый прототип. Коротко говорили BRC. Иногда машину называли Блицбаги. 21 сентября 1940 года прототип был полностью готов. 23 сентября его привезли на военную базу. База находилась в лагере Холлаберт в штате Мэриленд. Армия сразу начала проводить тесты. Прототип ездил хорошо по грязи. Он хорошо ехал по песку. Он хорошо ехал по камням. Машина была легкой, но очень сильной. Солдаты, которые тестировали автомобиль, остались довольны. Но у компании Bantam была одна проблема. У них не было больших заводов. Они не могли делать 1000 автомобилей. А армия хотела много машин и быстро. Поэтому военные решили дать чертежи другим компаниям. Они хотели, чтобы фирмы работали вместе. Так работа пошла быстрее. Компания Willys Overland также сделала прототип. Его назвали Quart. Слово Quart значит 4. У автомобиля был мощный мотор. Мотор назвали Go Devil. Мощность мотора была 60 лошадиных сил. Прототип привезли в лагерь Холлаберт 13 ноября 1940 года. Машина показала хорошие результаты. Она легко ехала по трудным дорогам. Она преодолевала грязь и холмы. Компания Ford тоже работала быстро. Они сделали свой прототип. Его назвали Pygmy. А автомобиль появился через 10 дней после Quart. Все 3 прототипа были очень похожи. Это были BRC, Quart и Pygmy. Они использовали идеи Карла Пробста. Армия внимательно посмотрела на все машины. Военные решили взять лучшие детали.
Они соединили хорошие части из каждого прототипа. От компании Bantam взяли общую идею и форму. От компании Willys взяли их очень мощный мотор. А компания Ford придумала удобную решетку радиатора. Она была плоская и очень простая для завода. В итоге получилась одна общая модель для всех. Так появился единый стандартный джип. Это был важный момент. Карл Пробст сделал самый большой вклад. Сначала он работал без денег. Позже ему заплатили всего $200. Но его чертежи стали основой джипа. Без Пробста машина не появилась бы так быстро. Инженеры Бантам, Виллс и Форд тоже работали хорошо. Они улучшали прототипы. Армия проводила строгие тесты. Тесты были в горах. Тесты были в густом лесу. Тесты были даже в воде. Джип проходил везде. Обычные машины там застревали. Джип мог тянуть за собой тяжелую пушку. Он мог перевозить раненых солдат. Машина была простой. Ее легко ремонтировать в поле. Солдаты могли ее чинить самостоятельно. Так в 1940 и 1941 годах родился легендарный автомобиль «Джип». Это была идея армии США. Но реальную машину создавали инженеры и дизайнеры. Карл Пробст считается отцом джипа. Его простые чертежи изменили историю. Маленькая крепкая машина была готова к войне. Скоро солдаты увидели ее настоящую силу на поле боя. В июле 1941 года армия дала первый большой заказ. Контракт получила компания Willys. Они должны были сделать 16 тысяч машин. Цена одной машины была примерно $739. Новую модель назвали Willys MB. Позже контракт получил и Ford. Их модель назвали Ford GPW. Буква W означала Willys. Обе машины были почти одинаковыми. Разница была только в мелких деталях. Например, немного отличалась решетка радиатора. Сначала производство шло не очень быстро. Инженеры и рабочие учились собирать новые машины. Но уже через несколько месяцев все изменилось. В 1942 году заводы работали на полной мощности. Каждый день они делали сотни джипов. Рабочие трудились в 3 смены. К концу Второй мировой войны в 1945 году сделали больше 640 тысяч джипов. Компания Willys произвела около 363 тысяч машин. Ford сделал около 280 тысяч джипов. Компания Bantam сделала только около 2600 машин. Это было очень мало по сравнению с другими, но даже эти машины помогали армии США. Джипы имели очень простую конструкцию. Это было их большим плюсом. У них был крепкий стальной кузов. Мотор работал надежно в любых условиях. Машина имела привод на все 4 колеса. Благодаря этому джип мог ехать по глубокой грязи, по снегу и по горячему песку. Вес джипа был около 1100 килограмм. Он легко вез 4 солдат с оружием. Джип мог тянуть пушку весом до 800 килограмм. Солдаты очень быстро научились управлять этой машиной. Машина никогда не ломалась в трудных условиях. Ее было легко чинить даже в поле. Джипы сразу отправились на войну. Сначала их повезли в Европу и Африку. В 1942 году джипы активно воевали в Северной Африке. Они помогали солдатам в жаркой пустыне. Машины ехали по мягкому горячему песку и не застревали. Командиры ездили на джипах вдоль всего фронта. Они смотрели, где находятся вражеские войска. Джипы часто использовали для разведки. Небольшие группы солдат уезжали далеко вперед на этих машинах. Они собирали важные сведения о враге и возвращались назад. В 1943 году джипы воевали в Италии. Там было много высоких гор. Дороги были узкими и очень крутыми. Но джип поднимался везде. Солдаты ставили на крышу пулеметы. Машина превращалась в маленький боевой транспорт. Иногда джип возил тяжелораненых солдат в полевой госпиталь.
Он ехал быстро, но осторожно по плохим дорогам. Врачи и медсестры были очень благодарны за такие машины. Самый важный день для истории джипов наступил 6 июня 1944 года. Это был знаменитый день Д. Союзные войска высадились в Нормандии на севере Франции. Тысячи джипов приплыли туда на больших кораблях. Как только они оказались на берегу, машины сразу поехали в бой. Джипы везли солдат дальше вглубь территории. Они тянули тяжелые пушки и прицепы с едой и боеприпасами. Джипы легко ехали по полям, через леса и по разбитым дорогам. Они сильно помогли освободить Францию от врага. Солдаты часто говорили друг другу: «Без нашего джипа мы не смогли бы двигаться так быстро». Джипы воевали не только в Европе. Они были и на Тихом океане. Там солдаты сражались на маленьких островах. На островах росли густые джунгли и было много болот. Джип проходил через густой лес и мокрую землю. Солдаты использовали его для перевозки тяжелого оружия и патронов. Иногда джипы даже летали на войну. Их загружали в большие планеры. Планер летел над морем и океаном. Потом планер приземлялся, и джип сразу выезжал и шел в бой. Много джипов отправили другим союзным странам. Англия получила тысячи таких машин. Советский Союз тоже получал джипы по программе Ленд-Лиз. Русские солдаты ездили на них по глубокому снегу и грязи. Они часто называли машину «Уиллис» по имени производителя. Джипы хорошо помогали и в очень холодную зиму. Мотор заводился даже в сильный мороз. Генерал Дуайт Эйзенхауэр, который позже стал президентом США, сказал важные слова о джипе. Он говорил, что джип – одна из 3 самых важных вещей на войне. 2 другие – это самолет и грузовик. Эйзенхауэр был уверен, что джип очень помог выиграть Вторую мировую войну. Обычные солдаты были полностью согласны с генералом. Они писали письма домой и рассказывали родным о своем верном джипе. Журналисты из разных газет тоже писали много статей. Они называли джип настоящей чудо-машиной войны. Производство джипов продолжалось до самого конца 1945 года. Когда война закончилась, заводы сделали еще небольшую партию машин. Всего за годы войны вышло более 640 тысяч джипов. Это был очень большой результат для того времени. Ни одна другая военная машина не производилась в таких огромных количествах. Джипы стояли в каждом военном лагере. Они ездили по всем фронтам мира. Они были в Европе, в Северной Африке, в Азии и на островах Тихого океана. После войны многие джипы не списали. Они остались служить в армии еще несколько лет. В 1950 году началась Корейская война. Старые джипы снова поехали на фронт. Армия США позже создала новые улучшенные модели. Например, появились М-38 и М-38А1. Но самый первый джип времен 1941-1945 годов остался самым знаменитым и любимым. Солдаты всегда помнили его как надежного и верного друга в тяжелых боях. Так маленький военный автомобиль прошел через всю мировую войну. Он родился как простая военная машина. Он производился на больших американских заводах. Он показал свою огромную силу и надежность в настоящих боях. Миллионы солдат ездили на джипах. Они доверяли ему свою жизнь каждый день. Джип стал настоящим символом победы союзников. Но его история на этом не закончилась. Вскоре джип начал новую жизнь в мирное время. В 1945 году война закончилась. Компания Уиллис хотела продолжать делать джипы, но теперь не для армии, а для обычных людей. Они создали первую гражданскую модель. Ее назвали CG-2A. Буквы CG означали Civilian Jeep. Это значит гражданский джип. Первая машина вышла в августе 1945 года. Цена была около $1090. CG-2A выглядел почти как военный джип, но у него появились новые детали.
Задний борт открывался. Цвета стали ярче. Верх был мягким. Машина подходила для работы и отдыха. Фермеры сразу полюбили новый джип. Они использовали его на полях. Машина возила инструменты и урожай. Она тянула прицепы. Джип работал как маленький трактор. Он ездил по грязи и снегу. Фермеры говорили, что джип помогает больше, чем лошадь. Многие покупали его для работы в лесу или в горах. Люди ездили на нем на охоту и на рыбалку. CG-2A стал первой массовой полноприводной машиной для обычных людей. До этого таких автомобилей почти не было. Производство гражданских джипов быстро росло. С 1945 по 1949 сделали больше 214 тысяч CG-2A. В 1949 вышла новая модель CG-3A. Она была немного лучше. В 1953 году появилась CG-3B. У нее был высокий капот. В 1955 году начался выпуск CG-5. Эта модель стала очень популярной. Ее делали до 1983 года. Позже вышли CG-6, CG-7 и CG-8. Каждая новая модель была удобнее. Добавляли мягкие сиденья и лучшую защиту. Но джип всегда сохранял главное – умение ездить по бездорожью. Люди покупали джипы не только для работы. Многие использовали их для приключений. Они ездили в горы, пустыни и леса. Джип преодолевал реки и скалы. Он стал символом свободы и силы. В 1960-е годы появился джип «Вагонер». Он был большой и комфортный внедорожник. Он подходил для всей семьи. «Вагонер» имел мягкий салон и мощный мотор. Многие семьи ездили на нем в путешествия. Так джип из военной машины превратился в автомобиль для мирной жизни. Имя джип стало очень известным. Еще во времена войны солдаты называли машину джип. Есть две истории об этом имени. Первая история говорит о буквах GP. Это значит General Purpose, машина общего назначения. Солдаты произносили GP как GP, а потом как джип. Вторая история связана с мультиком. Там был персонаж Юджин Джип. Он мог проходить сквозь стены. Солдаты сравнивали свою машину с этим героем. В 1941 году был тест в Вашингтоне. Джип поднялся по ступеням Капитолия. Журналистка спросила водителя, что это? Он ответил, это джип. Газеты написали об этом. Так имя разлетелось по всему миру. После войны слово «джип» использовали все. Люди называли джипом любой похожий автомобиль, даже если он был другой марки. Компания Willys подала заявку на торговую марку в 1943 году. Официально имя зарегистрировали только в 1950 году, но слово «джип» уже вошло в язык. Теперь в словарях есть слово «джип» с маленькой буквы. Оно значит «любой маленький полноприводный автомобиль для бездорожья». Это как Xerox для любой копировальной машины. Willys боролся за свое имя, но слово все равно стало популярным во всем мире. Джип продолжал развиваться. В 1987 году вышла модель Wrangler. Она заменила серию CG. Wrangler сохранил дух старого джипа. Он ездил по трудным дорогам, но стал комфортнее и безопаснее. Позже появились версии UG, TG, GK и GL. Каждая новая модель была лучше. Добавляли мощные моторы, хорошие тормоза и современную электронику. Но джип всегда мог ехать туда, где другие машины застревали. Сегодня Wrangler – символ приключений. Люди ездят на нем в дальние путешествия. Они преодолевают реки, горы и пустыни. Имя джип с большой буквы осталось брендом. Сейчас марка принадлежит компании Stellantis. Джип завоевал мир. Из военного автомобиля он стал гражданским. Он помог фермерам, семьям и любителям приключений. Имя джип вошло в язык многих стран. Это означает машину, которая едет везде. Один простой автомобиль изменил историю. Он показал, что хорошая идея может жить долго. Сегодня миллионы людей любят марку Jeep.
Они говорят: это настоящий джип, и вспоминают его долгую историю от войны до мирной жизни. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в новом выпуске.